Сегодня у нас в гостях настоящая звезда. Ну, бывает так, что все сошлось. И молодость, и успех, и красота. Даже не будем продолжать, увидите сами. С нами Аида Гарифуллина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я даже покраснела. Ничего страшного, не видно пока. Аида, вот про вас мне хочется такое слово сказать – бесстрашная. Потому что, когда в 5 лет человек выходит на сцену и поет, дальше в 10, в 11, 15, 18, я понимаю, то есть, в принципе, нет никаких преград. И мне кажется, что вы даже со своими неуспехами, которые, наверное, были все-таки в вашей жизни, вы тоже так же справлялись. Ну, хорошо, прошло. 5 лет я, естественно, была просто маленькой девочкой. Все лежало на плечах мамы, но ей все это очень нравилось. Она очень хотела видеть изначально, конечно же, себя на сцене, потому что мама у меня дирижер, профессиональный музыкант. И когда родилась я, для нее не было никакого другого представления, какую профессию должна выбрать дочка, девочка. А тем более девочка, которая в 3 года уже начинает музицировать. Просто ходит по дому с утра до вечера, напевает какие-то мелодии. И вот в 3 года мама уже начала со мной изучать песни. Ну, тогда-то и сошлось, что Аида – это певица. Я не думаю, что это было так задумано, потому что Аида – это же награда. Ну да. В переводе это означает награда, и родители очень хотели девочку первую. Поэтому, когда я появилась, для них это как подарок такой был судьбы, награда за старание. А сколько детишек в семье? 2. У меня есть братик мой любимый, на 10 лет младше меня. А когда почувствовала, что хочу быть певицей? Хотела быть певицей всегда. В 5 лет мне понравилось стоять на сцене. Это был популярный в то время телевизионный конкурс. И я стояла перед камерами и чувствовала себя комфортно. Вот это был первый знак для моей мамы, что ребенок создан для сцены. Тогда еще, конечно же, никаких мыслей об оперном пении не было. Просто музыкант, просто певица. А какой-то инструмент еще у вас был? Да, ну, фортепиано, конечно, как всегда и у всех. Хотя до сих пор у меня с ним не особо сложились отношения. Пианиста из меня точно не вышло бы. И был у меня единственный выбор. Лучше всего у меня получалось петь. Вот на этом мы остановились. Классику петь я начала в 11 лет. Мама привела меня, тогда я еще все равно была ребенком и домашней девочкой. Ну, у меня татарская семья, у нас родители строгие, у нас строгие правила. И я всегда была очень прилежным ребенком, прилежной ученицей, я хорошо училась в школе. Весь день у меня был расписан, всегда были какие-то кружки, рисование, естественно, музыка. Вначале я пела в хоре.
Вот. Танцевальные кружки у меня были. Я ходила с 6 лет на балет. И вот гордилась своей осанкой. И в 11 лет мы пришли к профессору Казанской консерватории, и я начала уже заниматься академическим вокалом. И в 12 лет меня пригласили, это такой был фестиваль в рамках «Одаренные дети Татарстана» в Москве, в зале Чайковского. Был концерт с оркестром, с большим. Это был мой первый такой выход, выступление с Авой Марией Качини. Классическая сцена перед большой серьезной аудиторией. И, конечно, очень волнительно. Но тогда я себя в первый раз попробовала в классике, и мне это понравилось. Когда у вас пошел поворот в сторону оперы, 2012-2013 год, да? Хотя, конечно, вы себя чувствуете прекрасно на всех шоу-площадках, вам зал что 5, что 10 тысяч человек, мне кажется, это все равно. То есть, ну, камеры любите. Какие были чувства, когда вы повернули все-таки туда? Начала глубже чувствовать, просто выросла. Я вообще человек очень стеснительный, и вы говорите, я люблю камеру, это тоже понадобилось время, чтобы ее полюбить. Хотя я до сих пор не чувствую себя расслабленной перед камерой. Это с опытом пришло, а еще после знакомства с некоторыми режиссерами. Например? Ну, например, Дмитрием Черняковым, естественно, моим любимым и уважаемым. Ну, давайте тогда прыгнем вот в эту Снегурочку, в Париж, где рецензии были просто потрясающие, где, ну, во всяком случае, мне, как русскому человеку, приятно говорить о том, что, во-первых, Римского-Корсакову музыку узнали, наконец, оценили. Да. И, конечно, это абсолютно ваша роль, и внешне, и, я думаю, внутренний такой образ, что вроде бы это как самая холодная девушка на свете, а которая ради любви может все. Вообще Снегурочка, это парижская Дмитрия Чернякова, она какое-то особое, отдельное место занимает, отдельный эпизод в моей жизни. Потому что я Снегурочку себе представляла совсем другой. Я ее представляла более сказочной. А у Димы Чернякова она как раз-таки была земная, но она была немножечко вот такая диковатая девочка. То есть совсем не сказочный персонаж. Она не знает, как общаться с людьми. У нее угловатые движения. Она такая вот немножечко даже как мальчик. А вам трудно было? Вот вы настолько женственная. Да, ну, более женственная, чем эта Снегурочка, конечно. Ну, конечно, было трудно. Было у меня вначале много «но» и «нет». И нет, для себя, конечно, режиссеру этого. То есть вы боролись с собой, да? Я с собой очень боролась, и в какие-то моменты я даже закрывалась и плакала. И не могла понять, как это все связать с вокалом. Все, что я учила до этого о вокале, как-то вдруг резко нужно было подумать, как изменить, как подстроить это под движение, потому что я никогда не пела вот в таком согнутом состоянии, когда диафрагма и все сжато, и не то что петь, дышать сложно. А вниз головой? Была там... Нет, вниз головой я пела до этого в постановке в Мариинском театре «Война и мир». Это была, кстати, моя идея. Там никто меня не заставлял вниз головой, это уже мне просто захотелось эффекта добавить. Ну, да, вниз головой не так сложно петь, как вот когда как ты... согнутый. Сложно, как книжечка, да. И когда тебя переполняют эмоции, а там Дима пытался из меня актрису вытащить. Вот я в актерском плане у него очень многому научилась. И говорили все, если ты справишься со Снегурочкой, ты справишься с любой другой ролью. Потому что Снегурочка, она была и где-то такая веселая, комичная, и где-то очень драматичная. И где слезы мешали, а без слез там никак нельзя было. Я не плакала, наверное, только последний спектакль из 8. Все 8 спектаклей я всю вторую половину просто прорыдала.
музыка Римского-Корсакова, она, мне кажется, даже вам по вашему облику очень подходит. Вы же, по сути, настоящая шамаханская царица. Ну, Римский-Корсаков вообще, начнем с того, что один из моих самых любимых композиторов. И если вы слышали мой альбом, там очень много романсов Римского-Корсакова и, конечно же, арии из опер, которые я уже исполняла. Шамаханская царица прям моя такая партия, о которой я мечтала, но которую я боялась брать, потому что я не чистая колоратурная сопрано, и мне казалось, все-таки голос другой немного должен быть. И выше, и, может быть, где-то даже легче. Поэтому я сначала так немножечко настороженно послушала, попела, позанималась с педагогом, и потом только дала ответ Валерию Бесаловичу. Слава богу, он всегда с пониманием, с большим относится и с осторожностью. Вы же получали образование за рубежом. То есть у вас, нельзя сказать, что у вас русская вокальная школа. Вот как вы себя сами определяете? Совсем не русская. Я полностью вокальное образование свое получила в Европе, в Германии, сначала в Нюрнберге, затем в Вене. Ну и немецкий язык для меня как второй родной. Вы уехали где-то лет 17? 17 мне было, да. Маленькой девочкой. Но это для родителей большой подвиг, когда они понимают, что она должна учиться. Я сама сейчас мама, и я не представляю, отпустила ли бы я своего ребенка. А потом была консерватория в Вене. Университет für Musik und Darstellende Kunst, музыки и актерского мастерства. Там я уже начала изучать бельканто. Ну, знаете, вот смешно, но сольфеджио и всех вот этих точных наук у нас было больше, чем специальности. И я не могла понять, как вообще можно научиться, как можно стать оперной певицей, как можно закончить университет и сразу выйти на сцену. Вы в Вене, и одновременно вы бегаете в оперный театр и даже пытаетесь устроиться там на работу в качестве билетерши. Был такой эпизод? Было такое, да. И что вам говорят, нет, Аидочка, не нужна нам билетерша? Ну, конечно, очень хотелось быть ближе к музыке, ближе к опере и ко всем звездам, которых я могла лицезреть только по телевизору. Поэтому мне хотелось работать именно в опере, а никакой другой вакансии, как билетер, не было. Но даже на билетера меня не взяли, потому что русским студентам очень сложно получить разрешение на работу официальную в Европе. Но, тем не менее, я ходила постоянно в оперу, и я брала эти стоячие места, и до сих пор считаю, что они самые лучшие. Там замечательный звук, там видишь прекрасно. Просто стоять долго, но приходили люди разных генераций, от самых молодых до самых пожилых, и все выдерживали. И вот так получилось, что вы учитесь за рубежом и приезжаете и участвуете в телевизионных конкурсах в России. Так вот, вы совмещали это? Как Да. это получилось, да? Совмещала. И мне это нравилось, конечно. Тем более, такую уж прям совсем попсу я никогда не исполняла. А Evergreen, почему бы и нет? Например, та же самая «Нежность», Да. которая в России – это уже классика. Я очень забавно, помню, посмотрела выступление ваше с Димой Билан в дуэтом, когда Диму хвалят, а вам так говорят, ну, типа того, что вы вообще там чуть ли не умеете в дуэте петь. И буквально там через 2-3 года эта девочка прекрасная поет и с Бачелли, и с Доминго, и с Флоресом. Понимаете, вот я думаю, ну как все-таки вот эти члены жюри себя должны может чувствовать? быть, я наоборот должна поблагодарить Да этих в том-то и людей. дело, да. Потому что каждый конкурс – это очень хорошая школа. Если ты не победил, неважно, это огромный опыт. К конкурсу ты готовишься больше, чем к какому-либо выступлению. Ты понимаешь степень ответственности, ты понимаешь, если это серьезный конкурс, какие там певцы, какая конкуренция.
ты просто свою лучшую сторону стараешься показать. И вот такая лучшая сторона, которую вы показали, у вас случилась все-таки на главном конкурсе в вашей жизни. Это в 2013 году, это была «Опералия» в Вероне. Да. И как-то так очень смешно получилось, что вы с Пласидо Доминго буквально некоторое время до этого конкурса встретились тоже там же, Да, в Вероне. тоже там же. Вот такие знаки судьбы, к которым я очень прислушиваюсь. Скажите, он вас пригласил? Как вообще? Он пригласил меня в Вероне. Это был гала-концерт арены де Верона, куда меня пригласили спеть мою, как на сегодняшний день уже коронную Джульетту. Визитная карточка. Моя да. визитная карточка. Я пела на балконе. Это, конечно, незабываемо было для меня. И за кулисами потом я познакомилась с маэстро Доминго. Я очень волновалась, подбежала к нему, и маэстро, можно с вами сфотографироваться? И он спрашивает, я была в костюме Джульетты, это ты сейчас спела Джульетту? Я говорю, да. Он говорит, ты уже участвовала в моем конкурсе? Говорю, потому что у меня очень много российских сопрано побеждали. Я говорю, нет, еще не участвовала. И он пригласил меня. Ну, конечно же, я сказала, что приеду, и поблагодарила его, но так не думала. Я послушала этот конкурс в YouTube и поняла, что так, девочка, притормози. Осторожно. Когда-нибудь, возможно. И спустя 3 года, после того, кстати, как я уже спела в Мариинском театре, мама за день до окончания подачи документов, заявок на конкурс, мама заполнила анкету. И сказала, все, давай. И сказала, да, готовься. И у меня оставалось ровно 4 месяца. Что для такой величины конкурса очень-очень мало, просто критически мало. И у меня не было педагога. И как вы вышли из положения? Я, конечно, протянула до конца, как я всегда делала в учебе, надеясь на свои силы и на то, что в какой-то момент, да, Всевышний пошлет мне звучание, и все будет хорошо. Но в последний момент, когда оставалось 3 недели до начала конкурса, я поняла, что нет, я не готова. И я посмотрела на фамилии, я изучила список кандидатов и поняла, что там были солисты Метрополитен опера, у которых был контракт 5 лет в Нью-Йорке, солисты там, в Парижской опере Бастину, то есть это был серьезный список. Я была самая, можно сказать, начинающая. И вот за 3 недели до начала конкурса ко мне приехал преподаватель из Казани в Верону, Миляушата Миндарова, подруга моей мамы, совсем не оперный педагог, но человек талантливый. Мама сказала, что нужно довериться. И мы с ней занимались в 40-градусную жару каждый день по 5 часов. Ну а как иначе? Нет, 3 недели оставалось, не было выбора, сама виновата. Хорошо, и потом вот пришла на сцену, дошла до финала, Пласидо дирижирует сам со всеми в финале. Еще и перед первым туром в этот же день спускалась по лестнице, как всегда, в телефоне, и полетела вниз. И растянула ногу. Но, видимо, такое вот состояние там, между шоковым и... сильное волнение, конечно же,
Оно не дало мне почувствовать боль, и я вот на высоких каблуках, в платье и с улыбкой на лице вышла на сцену. В нашей жизни все возможно. Это был такой первый мой опыт. Я поняла, что человек может все при большом желании и хорошей концентрации. Опирали — это конкурс особенный, потому что мы знаем, что именно он реально дает возможности молодым певцам после победы или просто получения премии на этом конкурсе действительно получить прекрасные предложения из разных театров. Да. Что с вами и произошло. И даже больше того, с вами произошло это немножко даже лучше. Вы выбирали, из каких театров. Откуда вы знаете? Я много что знаю. Как вы говорите, опыт. Ну да. Я, если честно, до сих пор как-то не поняла, как это все произошло, собирали, как так получилось выиграть, но это было счастье. Я, конечно, об этом мечтала. И когда маэстро Доминго называл имена победителей, начинал он с конца, с третьего места, хотя я, конечно, до этого молилась, пусть будет хотя бы третье место. И третье прошло. Хотя третье, я думала, как раз-таки будет первое. Второе место, я думаю, боже мой, ну хотя бы при зрительских симпатий. И тут третье, сопрано Руссо. Il soprano russo Aida Garifullina. И я так оглянулась. Неужели меня назвали? Доминик Майер, вот вы согласились именно на его предложение, на Венскую штатс-оперу. Да? Почему выбрали, вот именно откликнулись на предложение интенданта Венской оперы, а вот не на какое другое? Предложили Венскую оперу и предложили опера Валенсии. Венская опера, во-первых, это Вена все-таки мой родной город, теперь уже второй родной город. Я себя комфортно чувствую в этом городе, ну и я мечтала, я ведь об этом просто... Хотя, нет, я скажу вам, что я даже когда-то об этом мечтать не могла. Наверное, поэтому я не пришла на прослушивание, ни на одном. И Доминик очень удивился, и он много раз, и до сих пор меня спрашивает, ну как ты могла не прийти на прослушивание, живя в одном городе, приходя в эту оперу каждую неделю и слушая здесь постановки. Ну, точно так же, просто не была уверена, что готова. Ну, знаете, все в свое время. Если бы вот вы не стали музыкантом, певицей, кем бы вы стали? Актрисой. И не знаю пока, какой актрисой театра или кино. Мне нравится и то, и другое. Артистка кино вы уже стали? Ну, так, немножечко да. И вот попробовала. В этом случае, конечно, хочется рассказать про этот потрясающий фильм, где вам, в общем, дали, по сути, вашу роль. Да. Это фильм Фостер Дженкинс, потрясающего английского режиссера, но это фильм голливудский. Да, Мерил голливудский. Стрип и Да, и Хью Грант. Как вообще и кому пришла идея вас туда пригласить? Что-то вы делали с вашей стороны? Были какие-то усилия? Нет. Ничего специально не делала. Стивен Фриерс, режиссер, искал певицу на роль Лили Понс, которая сможет исполнить арию колокольчиков из Лакме «The Bell Song». И, конечно же, он обратился к Universal Music. И они сразу почему-то назвали мое имя. И так вот мне повезло. Не было никаких особых кастингов. Я пришла, хотя я приехала, конечно же, в Лондон заранее, встретилась с самим режиссером, встретилась с продюсером фильма. Милейшие люди. И они просто посмотрели на меня, спросили, знаю ли я биографию этой певицы, Флоренс Фостер Дженкинс. Что-то спросили меня, что-то даже режиссер для себя новое открыл. Да, и о Лили Понс, которую я тоже очень люблю слушать. Вот и так вот мы подошли друг к другу. А ощущение было какой-то победы очередной? Ну, конечно, детская мечта. Тем более рядом с Мерил Стрип.
И мне удалось посидеть в кресле режиссера, понаблюдать за процессом. Каждая сцена повторяется чуть ли не 25 раз. И какое это мастерство 25 раз выйти, как в первый раз, естественно, даже фразы, она даже фразы меняла. То есть не повторяла по заученным каждый раз одну и ту же фразу. Аида, за это время еще появилась маленькая очаровательная дочка, да? И вы не остановили карьеру. Это, опять же, знак такой невероятной самодисциплины. Я долго пела во время беременности. На 7-м месяце я пела в Париже, день взятия Бастилии. У меня было несколько таких серьезных номеров с Хуан Диего Флоресом. Мы пели Париджо Кара, Травиату. И Джульетту я пела, в которой верха и низы, и колоратуры, и каденции, все возможное. И мне было очень легко петь. Я замечательно себя чувствую, опора. И когда я родила, я чувствовала, что я не готова, конечно же, и мой педагог по вокалу говорил, что нет, месяц на восстановление, и еще месяц, уже через месяц начнешь распеваться. Но я по своей природе такой человек нетерпеливый. Я, конечно, не могла ждать, я начала распеваться. И я пела через месяц уже один у Вени. Какие песенки поете дочке? На каком языке? На русском. «Ложка, снег, мешая» мы начинаем. Вторая у нас идет «Спят усталые игрушки», а третья я заканчиваю колыбельную, которую мне мама пела в детстве на татарском языке. Это «Люки», такая вот мне прям очень родная и очень-очень близкая, и я всегда под нее засыпала. И моя тоже доченька под нее засыпает. У меня есть 2 маленькие собачки, которые терпеть не могли, когда я пела. Какой породы? Чихуахуа, а вторая померанский шпиц. Маленькие, и их ушки, видимо, не выдерживали ни моей игры на фортепиано, ни моего пения. И они всегда начинали завывать. Прям и так громко, что мне приходилось их в другую комнатку. А вот почему-то мне казалось, что детки тоже, наверное, очень такие... Ушки, да, такие близко все. Да. Она обожает, когда я пою. Мне кажется, что годиков 2 я ее уже приведу в оперу. Подождите, она 7-9 месяцев внутри вас слушала, Причем поэтому она это слушала меня с нее. 3-4 месяца, она уже слушала 3 сестры композитора Петра Оетвиша. И вы понимаете, какая-то музыка, да, совсем не для детских ушек. Да, непростая для взрослого человека. Так что она подготовлена у меня.
Аида, ваш альбом, такой совершенно блестящий дебют, который тут же получил премию «Эхо Классик». Дебют, в котором вы опять себя бесстрашно проявили, потому что вот такой репертуар, там же есть все практически, да? Там есть и русская музыка, и татарская музыка, и даже русские подмосковные вечера. Мегамикс. Да. Шли мы вообще к записи этого альбома долго. Мы долго выбирали репертуар. Сначала идея была записать полностью русский репертуар, только русских композиторов. А потом уже, так как я долгое время живу в Европе, мы решили, что какие-то вот моменты, какие-то арии, которые были связаны, которые стали в хорошем смысле, переходным таким этапом в моей жизни, мы должны их тоже включить. Поэтому взяли Лакме, которая спела в фильме Флоренс Фостер Дженкинс «Je veux vivre», Джульетта, которую я только исполнила на Венском оперном балу, Снегурочка, которая помогла мне победить в Опералии. То есть у вас 2015 год, наверное, такой самый расцветный. Ну вот пока что, вот мы говорим, все-таки вам еще лет совсем немного. Вы делаете компакт-диск, вы появляетесь на Венском оперном балу, вот именно с Джульеттой. Я думаю, наверное, такую вот мировую известность вы, наверное, получили вот именно с этого момента. И вы там были, с одной стороны, Джульетта, а с другой стороны, совершенно такая Золушка, да, вот, где-то. Было такое ощущение? До сих пор, как во сне, это Венский оперный бал. Я только подписала контракт с Венской оперой, и для меня это уже было огромное достижение. И я никак не могла подумать, что так быстро Доминик Майе предложит мне открывать оперный бал. И у меня даже сомнений не было по поводу арии. Я понимала, что бал — это то, о чем мечтают все девочки, где хочется танцевать. Я выбрала вальс. И я танцевала. И я танцевала в душе, и настолько мне было легко, хотя концерт начинался довольно поздно, вообще, по-моему, после 12 мы выходили на сцену, но спать совсем не хотелось, было такое приятное волнение. Ну, это наверняка будет не последний бал в вашей жизни, я уверена в этом. Мне бы сейчас хотелось поговорить о ваших партнерах. Вы спели с такими замечательными певцами, как Пласидо Доминго, понятно, Флорес, тенор, Дмитрий Хворостовский, Андреа Бочелли. Ну, вот уже этого совершенно достаточно для того, чтобы понять и уровень, и размах, и репертуар. Да, потому что с каждым из этих названных артистов совершенно разный репертуар. Вот ваше содружество с Бочелли, вы несколько раз с ним пели, да? Да, много раз пели. Мы дружим. Да. Мы дружим, это замечательная семья, довольно открытые люди, которые прислали мне поздравления даже с рождением доченьки. Это было очень трогательно. Жена Андреа, Вероника, написала большое-большое письмо на таком красивом итальянском языке. И они замечательные. Мне очень приятно с ними дружить, просто с ними находиться рядом, выступать с Андреа. Он замечательный партнер, он всегда меня поддерживает. Это уже фишка, когда в конце дуэта он поднимает меня одной рукой на руки. Да, я их очень люблю. Подружились мы в солнечном Форте-дей-Марме, где у них дом, где они живут. У них огромная семья, много-много деток. И они пригласили нас в гости.
И там мы с ним впервые спели. Он знал, что я оперная певица. Он шикарно играет на рояле. Он играл на рояле, а я пела. Ну и грустная тема, которую не задеть, это Дмитрий Хворостовский, потому что я знаю, что вы практически пели с ним последний его западный концерт. Ну да, мы с Димой тоже дружили. И часто списывались, созванивались. Это был концерт Графинек в австрийском городе, очень известный фестиваль. Было лето, 3 концерта мы дали подряд. Слышны в саду даже шорохи. Сад замерла до утра. Если знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. И я просто поражалась, как он, тогда уже чувствуя себя плохо, настолько сильный внутри, мужественный, не давал никому даже понять, как ему тяжело. У него великолепно звучал голос, и люди, ну, конечно же, плакали в зале. Еще он обнял меня и пожелал мне удачи. Сказал, что это, наверное, потому что после Графинек у нас должен был быть еще концерт в Сочи, но он так деликатно извинился, сказал: Аида, наверное, я уже не смогу, это будет мой последний концерт, но у тебя все впереди. Ожидаемо Аида от Аиды? Да в нашей жизни вообще все непредсказуемо, все ожидаемо. А хотели бы этого? Да. Пока на данный момент не готова, но не готова, то есть не только голосом, но не готова и морально вообще к этой опере, но когда-нибудь захочу. Аида, дорогая, спасибо вам большое за эту встречу. Спасибо Я желаю вам. вам невероятных дальнейших удач, подвигов, ни на что не обращать внимания, что мешает, идти к своей какой-то цели, потому что вы точно знаете, что для вас хорошо, а то, что для вас хорошо, хорошо и для нас, ваших слушателей. Дай Бог. Спасибо. Спасибо.